Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск Stop Fake News. Он посвящен опровержению лжи российских телеканалов, газет и сайтов про ужасную трагедию, которая произошла 17 июля. Над украинским городом Торез в Донецкой области потерпел крушение лайнер Malaysia Airlines. Постараемся воссоздать события этого трагического дня и разобраться, где ложь, которой моментально обросло событие. С вами в студии Алина Суганяка и Марго Гонтар. 17 июля приблизительно в 16:20 по киевскому времени в Донецкой области упал самолет. Об этом сообщили очевидцы. В сети YouTube появилось видео. Только что вот смотрю, вон сбили самолет, он падает вниз, упал. Вот туда, где прогресс. Ладно, все, солнышко. Да вот мы вышли, вон, видишь, вон осколки еще летят, вон черное. Да. Что-то бахнуло, да вон еще падает. Вон, смотри, черный дым за терриконом, где прогресс. Пошла работа. Выйди. Российский телеканал Life News успел выдать в эфир новость о том, что террористы сбили самолет. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около 5 часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торез находится около города Снежное и кургана Саур-Могила. Эти территории контролируют ополченцы. Такая информация появилась и на аккаунте сводки от Стрелкова Игоря Ивановича, который ведут сепаратисты, и на странице так называемого народного губернатора Павла Губарева. Террористы сами сообщили о сбитом самолете над городом Торез. Только по их убеждению сбили они украинский Ан-26. Об этом сообщили и РИА Новости. Они так и не опровергли это сообщение. Около 8 часов вечера малазийские авиалинии заявили, что потеряли связь с лайнером MH17, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В официальном твиттере они написали: «Последний раз его зафиксировали в воздушном пространстве Украины. Детали будут обнародованы позднее». Когда стало известно, что крушение потерпел не украинский Ан-26, а малазийский пассажирский Боинг 777, российские СМИ моментально сменили риторику. Начали сообщать о крушении Боинга, одновременно обвиняя в этом украинских военных. Причем российские журналисты начали утверждать и публиковать взаимоисключающие версии. Канал Russia Today в своей новости процитировал некоего Карлоса, которого назвал испанским диспетчером, работающим в киевском аэропорту Борисполь. Журналисты ссылаются на сообщение в Твиттере, где было написано, что перед исчезновением Боинга рядом с ним находились 2 украинских военных самолета. Однако, как сообщили StopFake в пресс-службе Украэрорух, диспетчера с таким именем в Украине нет. В правилах выдачи свидетельства авиационного персонала в Украине говорится, что оно может быть выдано только гражданам Украины. Российский канал Life News сообщил, что украинцы специально направили лайнер по неправильному пути, чтобы он пролетел над зоной боевых действий. Журналисты Life News соврали. На самом деле самолет шел по одному из своих стандартных маршрутов Л-980. Вот он на карте. Самолет пролетал там же и ранее над зоной АТО. Полеты там на высоте более 32 тысяч футов разрешены. Лайнер шел на высоте 33 тысячи футов. Еще одну ложь распространили Вести.ру. По их словам, малазийские авиалинии заявили, что пилоты Боинга перед крушением снизили высоту полета по требованию украинских диспетчеров. Дело в том, что каждый может взглянуть на запись полета на сайте flightradar24.com. Там видно, что вначале самолет шел на высоте 31 тысячи футов, а на территории Украины поднялся до 33 тысяч. Маршрут над Украиной был признан международными организациями безопасным, начиная с высоты 32 тысяч футов. Служба безопасности Украины опубликовала на своем официальном аккаунте в YouTube перехваченную запись переговоров боевиков. Игорь Безлер, известный как Без, докладывает своему куратору полковнику ГРУ России Геранину о только что сбитом гражданском самолете. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первый 200-й. Нашли первого 200-го. Была женщина. Да, гражданский. В сети распространилась информация, что СБУ сфальсифицировала ролик, так как при его скачивании с YouTube в метаданных была указана дата создания видеофайла – 16.07.2014, то есть на день раньше, чем произошла трагедия с Боингом.
Но это ничего не доказывает, потому что есть множество причин, по которым эта метадата может отображаться неправильно. Например, если при создании файла на вашем персональном компьютере стоит некорректная дата. Во-вторых, ошибки могут происходить на серверах. Так наши коллеги из фейк-контроля доказали, что на серверах YouTube установлена некорректная дата. Подробнее в технических деталях вы можете разобраться в материале на нашем сайте. Канал Russia Today со ссылкой на Интерфакс стал утверждать, что сбившая самолет ракета была украинской, а ее вероятной целью был самолет российского президента Владимира Путина. Основанием для такой гипотезы назван тот факт, что оба борта пролетали одну и ту же точку над Варшавой. Также в этой новости отмечается, что раскраска обоих самолетов похожа, из-за чего на расстоянии ее можно перепутать. Непонятно, как можно рассмотреть цвет самолета на высоте 10 километров, а также абсурдность этого заявления можно понять, просто посмотрев на карту. Расследования вокруг падения лайнера продолжаются и сейчас. К сожалению, миссии ОБСЕ мешают представители так называемой Донецкой Народной Республики. Также с территории уже исчезли тела и обломки. Террористы не пускают на территорию ни малазийских экспертов, ни украинских. По количеству лжи, распространяемой российскими СМИ, мы можем сделать вывод, что журналисты не желают, чтобы их граждане знали правду и следуют не журналистским стандартам, а чьим-то интересам. Благодарим за ваш интерес и поддержку. Следите за развитием событий вместе с нами. Мы будем и дальше предоставлять вам факты, а не мнения. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Напоминаем вам, что существуем на деньги наших зрителей и читателей, то есть вас, являемся независимыми. Вы можете помочь нам, перечислив деньги на наш счет. Реквизиты находятся на сайте stopfake.org. Оставайтесь с нами.